14 марта, суббота. Уже 2 весенние недели позади. И пока мир отвлечен на Иран и Ормузский пролив, давайте обсудим, что важного произошло по российско-украинской войне за эту неделю. Эту неделю особенно активно проявляла себя российская группировка войск «Север», которая отвечает за создание буферной зоны в пограничной полосе Украины. За неделю она заявила о захвате села Сапыч, расширила свои позиции вокруг сел Поповка и Высокое, захватила село Червонная Заря. Глубина продвижения войск составила в среднем 1-2 километра. Командующий группировкой Объединенных сил Украины Михаил Драпатый заявил, что Украине известно 12 участков вдоль границы, где российская армия будет пытаться расширять зону своего контроля. Мне кажется, было бы разумнее на этих участках принудительно эвакуировать мирное население и плотно заминировать все нафиг. Превратить эту мифическую буферную зону в огневую ловушку. Не пытаться оборонять эти участки. Наоборот, запустить подразделения российской армии, чтобы они подорвались на заминированных территориях, а потом добивать из минометов и беспилотников. На Славянско-Краматорском направлении российские войска продвинулись в районе села Федоровка-2. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что российская армия на Славянско-Краматорском участке фронта перешла сейчас от попыток прорыва к выравниванию линии фронта. Тем самым они пытаются укрепить свои фланги, чтобы избежать возможности украинских контратак. На прошлой неделе я рассказывал, что благодаря продвижению на этом направлении российская армия теперь достает ударами ствольной артиллерии до Краматорска. Эта неделя началась с российского удара авиабомбами по Славянску, в результате чего 4 человека погибли и 21 был ранен. Учитывая, что эта городская агломерация является одной из приоритетных целей российской армии, я ожидаю, что ситуация для мирного населения и дальше будет быстро ухудшаться. Будет больше ударов беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. На Покровском направлении окончательно захвачено село Гришино. Российские войска продвигаются в сторону Новоалександровки. Также захвачен комплекс зданий шахтоуправления Покровское, расположенный к северу от Удачного. В зоне наступательной операции украинских сил в Днепропетровской и Запорожской областях идут бои за село Новогригоровка. Всплыли кадры украинской механизированной атаки в сторону села, снятые примерно в конце февраля, а также российской контратаки. Новогригоровка находится достаточно близко к дороге, соединяющей Гуляйполе с Великой Новоселкой. И по соцсетям видно, как раз в этот район сейчас российская армия перебросила дополнительные силы, сняв их с Покровского направления. А именно, 68-й армейский корпус, 40-ю бригаду морской пехоты и 55-ю дивизию морской пехоты. Так что пытаются таким образом защитить северный фланг. Самое заметное за неделю по войне, пожалуй, это воздушные атаки. В ноябре прошлого года Великобритания передала Украине новую партию из неизвестного количества штук крылатых ракет Storm Shadow. С прошлой недели пошло активное их применение. Сначала ударили по Донецкому аэропорту и по заводу Точмаш, который находится недалеко от аэропорта. Оба объекта использовались для охранения, подготовки и запуска российских шахедов. Оттуда ими стреляли по разным городам Украины. Помимо ракеты Storm Shadow, также была применена ракета Атакамс. В итоге от здания завода Точмаш практически ничего не осталось. Хотя во многом этому помогла еще вторичная детонация, то есть возникший пожар и взрывы хранящихся боевых частей. В Донецком аэропорту также значительные разрушения на месте объекта, где хранились шахеды. Кроме того, издание Астра установило поименный список раненых при атаке, и среди них оказались военнослужащие подразделения «Громкаскад», которое занимается запуском беспилотников, а также сотрудники завода в Алабуге, где производятся шахеды. В результате этого удара есть погибшие. Как вы знаете, у нашей команды есть сводка по обстрелам, куда мы включаем ущерб гражданской инфраструктуры, а также потери среди мирного населения. Если вы сейчас посмотрите этот наш второй телеграм-канал, то сообщения об этих ударах вы там не найдете. Это потому, что по имеющимся на данный момент данным, эти люди работали на этих военных объектах. Да и судя по всему, они погибли не в результате удара как такового, а в результате возникшего пожара с последующей вторичной детонацией хранившихся боеприпасов, а именно боевых частей шахедов. По международному гуманитарному праву гражданский персонал военных заводов и военных объектов не является легитимной целью. Даже если они собирают боеприпасы, которые на следующий день сбрасываются, чтобы убивать людей. Потому что они не являются военнослужащими. И наносящая удар сторона должна предпринимать все возможные меры, чтобы избежать жертв среди такого персонала. Например, наносить удары ночью, когда объекты, заводы не работают, и персонал находится дома. У вас может возникнуть логичный вопрос. Так если гражданский персонал таких объектов не является легитимной целью,
то почему этого случая нету в вашей сводке по потерям среди гражданских? Потому что подобные случаи должны рассматриваться индивидуально судом. И в теории суд может решить, что этот конкретный удар по заводу дал такое военное преимущество, что это оправдывает такой-то конкретный сопутствующий ущерб в виде потерь среди гражданских. Понимая, что такое юридическое решение судов потенциально возможно, именно поэтому мы не включаем такие кейсы в нашу сводку по обстрелам и сводку по потерям среди гражданских. Тем самым мы показываем, что конкретно вот тут нам не хватает юридических познаний. Здесь должен решать суд. Есть пример другого удара, который произошел на днях, который похож по своему характеру, но не совсем. Вечером вторника украинские силы нанесли ракетный удар по заводу Кремний-Л в Брянске. Кстати, опять ракетами Storm Shadow. Причем большим количеством. Не меньше 5 штук, а некоторые считают, что вплоть до 10 ракет. И вот этот удар есть в нашей сводке по обстрелам и сводке по потерям среди гражданских. С одним большим «но». В нашей сводке значится 4 погибших и 4 раненых. При этом, если вы посмотрите, что пишут средства массовой информации, то заметите, что они приводят заметно большее количество погибших и пострадавших. Почему этот кейс, в отличие от Донецкого, попал в нашу сводку? И почему у нас другая цифра погибших и раненых? Потому что по этим погибшим мы на 100% убедились, что это совершенно случайные люди. 2 погибли на улице, куда прилетела одна из ракет. А еще 2 в техникуме, которые прилегают к территории завода. Про остальных погибших и раненых пока нет точных данных, кто из них был на территории завода, а кто нет. Указывая этот удар в сводке, мы не говорим, что это военные преступления. Мы показываем потери того населения, которое явно никак не участвовало в войне, которые жили своей жизнью, но попали под удар. Вот в чем смысл наших сводок по обстрелам. Когда мы приводим аналитику по погибшим и раненым за месяц или за год, мы считаем только подобных людей. В этом подсчете нету людей со звездочками, со сноской, что вот они гражданские, но погибли при ударе по заводу, на котором они собирали боеприпасы, которыми потом армия России обстреливала Украину. Нет, такие кейсы уходят в отдельный бэклог, где требуется строгий юридический разбор. Почему как минимум одна из ракет Storm Shadow улетела в улицу, а не на территорию завода? Не знаю, причин может быть много. Это может быть технический сбой ракеты. Это может быть следствие попытки перехвата этой ракеты комплексом противовоздушной обороны, который подбил эту ракету, но не уничтожил. Это может быть и воздействие глушилок. Тем более, что на одной из записей очевидцев, снятой видеорегистратором, имеется сообщение камеры GPS No Signal, явно говорящее о том, что в районе завода работали GPS-глушилки. Уже есть спутниковые снимки последствий удара по заводу. Видны большие дыры в крыше одного из зданий. Но какой ущерб внутри здания, какое оборудование было уничтожено, это мы пока что не знаем. Сам завод производит различную микроэлектронику, которая используется в военной промышленности. Это еще не все по воздушным ударам. Последние 1,5 недели украинские силы особенно сконцентрировались на ударах по заводам, которые связаны с химической промышленностью, а конкретно с производством аммиака и аммиачной селитры. Аммиак используется при синтезе большинства военных взрывчатых веществ, при производстве порохов, а также получении компонентов ракетного топлива. Аммиачная селитра используется как окислитель во взрывчатых веществах и в некоторых типах боеприпасов. Похоже, что ВСУ пытаются создать бутылочное горлышко в части производства аммиака и аммиачной селитры. 4 марта они нанесли удар беспилотниками по заводу Уралхим в Кировской области. 9 марта, в этот понедельник, они ударили по химическому заводу Акрон в Великом Новгороде. В среду они ударили по заводу Куйбышев-Азот в Тольятти и по химическому заводу Метафракс в Пермском крае. В контексте украинских атак и противовоздушной обороны мне хотелось бы отметить тред ОСИНТ-исследователя, который действует в Твиттере под никнеймом Джембоб. Он изучает спутниковые снимки, выявляя на них позиции российского ПВО. Плюс он читает, что пишут другие исследователи по этой теме, например, Марк Крутов из Радио Свобода. Джембоб пришел к выводу, что к концу прошлого года российская сторона построила рампы для зенитных ракетных комплексов практически около всех нефтеперерабатывающих заводов в радиусе 1500 километров от границы с Украиной. Что еще за рампы такие? Это, по сути, башни, которые возвышаются над местностью, а сверху на ней стоит комплекс ПВО, вроде «Панциря» или «Тора» или «Бука». Им надо возвышаться над местностью, потому что так будет гораздо лучше радиогоризонт. То есть они будут сильно заранее видеть воздушную угрозу и наводиться на нее. Единственный момент, который мне пока остался неясен, везде ли поставили сами комплексы ПВО на эти рампы? Или просто везде построили рампы,
но много где они пустуют, потому что комплексов не хватает. Непонятно? Если же комплексы поставили более-менее везде, то это будет означать, что особых проблем с их производством в России нету. Мы все это время встречали репортажи Минобороны, что они передают панцири войска. Но из них было непонятно, о каком объеме производства идет речь. Касательно украинской противовоздушной обороны тоже отмечу пару моментов. На прошлой неделе появилось видео сбития российского шахеда в Украине с помощью ракеты класса «Воздух-воздух» от GM-114 Hellfire. При этом по видео видно, что она явно пущена с земли. А я как-то привык, что ракета Hellfire пускается с самолетов, вертолетов и крупных американских беспилотников. В действительности, это же оказалось очередное проявление недавно поставленного в Украину нового зенитного ракетного комплекса Tempest. Он представляет из себя легкое, быстро перемещающееся багги, у которого есть радиолокационная станция и пусковые ракеты Hellfire. Очень удобная штука получается, учитывая проблематику перехвата беспилотников. Я имею в виду, что всю границу перекрыть комплексами ПВО невозможно. Поэтому очень важно быстро обнаружить, где летит беспилотник, и быстро доехать до точки его перехвата. Единственный момент, который тут отдельно отмечу, что это то, что ракеты Hellfire весьма недешевые. Они стоят где-то по 120-150 тысяч долларов за штуку. Стоимость российского шахеда оценивается в 20-40 тысяч долларов. Но сравнивать со стоимостью шахеда, не совсем корректно. Правильнее сравнивать со стоимостью потенциального ущерба, который может причинить этот шахед. Второй момент связан с Бельгией. Я помню, как года 1,5-2 назад было много скандалов в Европе, связанных с тем, что Бельгия крайне неохотно шла навстречу в вопросе использования арестованных российских активов. А большая их часть хранится как раз в бельгийском Евроклир. Вот это недовольство европейских союзников Украины по этому поводу. Бельгийские чиновники отвечали, что все равно они помогают Украине. Вот же решили передать аж 30 самолетов F-16. Знаете, сколько на данный момент Бельгия передала самолетов F-16 Украине? Тут хорошо бы подошел мем с Олегом Тиньковым. 0. А знаете, когда ждать первой поставки? Не раньше 2029 года. Бельгия это объясняет тем, что она все еще не получила от Америки новые F-35, которые должны были прийти на замену старых F-16. Но тут они немножечко привирают, потому что в октябре 2025 года Бельгия получила первые 11 самолетов F-35. Перейдем к вопросу технологий. Мы с вами месяц назад обсуждали противодействие российским терминалам Starlink, введение белых списков компании SpaceX и то, как это отразилось на линии фронта. На днях директор по интернет-аналитике в IT-компании Kentik Даг Меддери опубликовал интересный график, показывающий резкое падение интернет-трафика в одной сети Starlink аж на 75%. И это падение четко совпадает с моментом ввода белых списков. Хоть сам Даг такого не говорил, но тут же его скриншот полетел по сети, и многие площадки, особенно русскоязычные, написали, что этот график доказывает огромное преимущество российской армии по Старлинкам. Что якобы российские терминалы Starlink, которые использовались на фронте, генерировали 75% всего интернет-трафика Starlink в Украине. Что на самом деле звучит как полный бред. Терминалы Starlink поставляются в Украину официально. Многие страны Европы поставляют их Украине десятками тысяч штук. Пентагон поставлял их большими партиями. Плюс волонтеры тоже постоянно много закупают их и привозят для ВСУ, а также прочих украинских организаций. В Россию терминалы официально не поставляются. Их привозят сложным путем, контрабандой. Мы полагаем, что в России в лучшем случае были тысячи терминалов, в то время как у Украины десятки тысяч. При этом в тылу оккупированных территорий, например, в городе Донецк, Луганск, эти терминалы не работают. Они работают только в относительной близости от линии фронта. И только там их может использовать российская сторона. В то время как в украинском тылу эти терминалы работают прекрасно. Их можно использовать даже и во Львове. Поэтому невозможно представить, что несколько тысяч российских терминалов Starlink вблизи линии фронта генерировали в 3 раза больше трафика, чем все терминалы ВСУ и все прочие украинские терминалы Starlink вместе взятые. Фактически, опубликованный Дагом график говорит просто о том, что с момента ввода белых списков сетевая инфраструктура SpaceX в Украине резко поменялась. Более того, я лично пообщался с Дагом. Вы можете посмотреть нашу переписку в Твиттере, и он тоже согласен с этим. График не говорит нам ничего о доле российского трафика. Не говорит о том, сколько терминалов было у российской армии. У такого резкого падения могут быть другие технические объяснения.
про которые мы с Дагом в том числе рассуждаем в той переписке. Но я не буду сейчас их пересказывать, потому что тогда придется пояснять вам кучу сложных технических терминов. А я не хочу превращать эту сводку в шортс длиной в 2 часа. Я же не Юрий Дудь. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами в следующие выходные. Пока.